Это я. И я типичный городской житель. И образ нашей городской жизни порой сводит с ума. Удивительно, насколько точно могут описать его всего пара слов. Всегда мало. В погоне за признанием и всеми благами современной цивилизации мы тонем во взваленных на себя в качестве платы за них обязательствах. Список дел растет всегда быстрее, чем мы успеваем ставить галочки. Вы знаете, а вы можете мне... Странный эффект имеет наша повседневная жизнь. Как только ты погружаешься в рутину, жизнь начинает прокручиваться на перемотке. Как будто кто-то пропускает скучные моменты фильма. Дни пролетают как минуты. И если обернуться назад, то кажется, что вся наша жизнь — это набор нескольких ярких воспоминаний, между которыми что-то, что, похоже, было не сильно важно. Даже не вспомню, как давно я ищу то таинственное место, где иногда можно от всех спрятаться, чтобы перевести дух. Да. Вспомнить, что такое внутреннее спокойствие. В один из таких моментов ответ нашел меня сам. Друг позвал подняться на Белуху, и я тут же согласился. Почему в детстве до всех важных моментов ты считал каждую минуту? Я не смогу завтра. А когда ты взрослый, такие моменты подкрадываются незаметно. Может, просто раньше ты всегда помнил, что действительно важно. Таких важно было совсем немного. И все эти важно были твоими важно. А сейчас... После того, как ты наконец вырвался из городской суеты, замечаешь, как время как будто остановилось. Минуты снова стали минутами, часы часами. Чувство времени снова вернулось к тебе. Как будто ты сорвался с привязи и впервые за долгое время вспомнил то забытое чувство полной свободы. Никакого тайминга, календарей, списков дел. К своему удивлению, ты как будто заново открываешь для себя удовольствие замечать то, что происходит вокруг. Ты снова видишь людей, животных. Ты видишь жизнь, которая все это время текла своим чередом. Она никуда не девалась. Просто тебя в ней не было. Только посмотри на эту красоту. На нее не нужно копить деньги. Чтобы прикоснуться к ней, не нужно брать кредит или ипотеку. Вот она, природа. Она твоя. Ее никто не может у тебя отнять. Она величественна, вечна. И она такая настоящая в каждый момент времени. Не завтра, не вчера. Прямо сейчас. Нам явно есть чему у нее поучиться.
там не... Сдача 70 тебе Ага. еще. А как тебя зовут, чтобы... Саша. А? Саша. Все хорошо, ага. Со сметаной берите. Рюкзак дали, спальник дали, коврик дали. Вы знаете, бурундуки делают закладки на зиму себе орешков, а медведи вот их раскапывают зимой. И когда бурундук приходит к своей закладке, а она раскопана медведем, зверек понимает, что смерть его ждет долгая и мучительная. Он находит вот такую вот ветку и вешается на ней. Серьезно? Есть даже байка, что это вот бурундук. Вот самоубийца. Единственное животное в мире. Не то, что это младший брат медведя. И то, что у него, когда его он благодарил за закладки, Ты слышала? медведь нашел закладку, и он погладил его. И бурундук стал после этого самым четким в лесу, потому что у него появились три полоски, три по три полоски. Чё-чё. Я Евгений, ваш гид на спуск. Так, потому что в альпинизме главное залезть и спуститься. В принципе, и все. Я практически местный, я здесь недалеко живу, через 300 километров по прямой. Вот. Оттуда Кату начинается, оттуда Черыш. В принципе, как и ехать. Да, в принципе, вот. Так что будет желание, приходите в Буханке покатаемся. Древний рецепт Алтая, отвар. Перед стартом маршрута нам предстоял день сборов с ночевкой в Тюнгуре. То ли после долгой дороги, то ли от обилия свежего воздуха, а может из-за отсутствия городской суеты приходит какое-то чувство нереальности всего происходящего. Тело начинает обмекать, расслабляться. Голова освобождается от бесконечной череды далеко идущих планов и дел, которые мы привыкли непрерывно крутить в своих мыслях. Сейчас все это стало неважно. Ранним утром нам предстояла погрузка в кузов ГАЗ-66 и дорога до так называемых Трех Берез, точки старта нашего пешего маршрута. 25 километров лесной тропы до Акемского озера по глинистой чаче. Как только мы встали на тропу, начал лить дождь. Судя по всему, поливал он здесь обильно не один день, и уже через час стало понятно, что сегодня дождь уже не закончится, и что пытаться перешагивать грязь совершенно бесполезно. Скоро уровень грязи внутри ботинок не сильно отличался от уровня грязи на тропе. Кажется, я еще никогда так не радовался теплу у костра. Радовался в этот вечер настолько, что, пытаясь просушить, расплавил один ботинок и сжег шнурки у второго, а из запасной обуви были только сланцы. К большой удаче с утра распогодилось.
Испытание дождем было пройдено, и впереди оставалось 10 километров дороги до Акемского озера. По мере продвижения по тропе вдали начали виднеться снежные хребты. Все самое интересное еще впереди. Есть только ты и тропа, и те манящие горизонты вдали. С новым днем лес открылся нам всей красотой своих красок, шумящих рек, деревянных мостов и переправ. Кажется, я еще никогда не видел настолько кристально чистой воды в ручьях. Из-за сырости и дождя рюкзак серьезно потяжелел, и общий вес груза на спине сильно переваливал за 30 килограмм. И больше всего хотелось поскорее добраться до стоянки и разложиться, чтобы посушить вещи. И, похоже, такая идея крутилась в голове не только у меня. Кто забирал? На Кучерлинском вообще тогда конь замертво упал и все. Ну, подумали, что это змея укусила. Жалко. Мы шли с собаками, тоже змею увидели, коричневую. Сегодня? Нет, вот ну и ты говоришь. Она таким цветом, не черная. Не знаю, что это такое. Я первый раз такая. Коричневая. Полос может. Маленькая? Маленькая такая. И сколько от листа надо литр? Ну, Больше? Что мы... Да, вот он, раздельный гребень. Раздельный гребень. Вдоль него вот это вот ледник лопата. Это что? Получается, вот этой перемычки просто нет. А вот этого ледника вообще нет сейчас. Вот этого получается. Этот есть, этот называется ледник лопата. Он крутой, и он сейчас не соединяется с этим. То есть здесь наверху площадка. Я помню, что площадка перед вершиной. То есть там мы поднялись, отсюда все летит с короны, то есть вот здесь сбросы, здесь километровый сброс, здесь у нее километровый сброс, здесь у нее километровый сброс, везде сбросы. Здесь вот блок шестеркой как раз. Ну, получается 3 вершины, да? Здесь? Потому что я есть, поэтому и пошел. Он так сказал, когда он первый раз прошел. Второй раз сказал, что я там забыл. Зачем я иду? Зачем я иду? Я в прошлый раз не зашел, вот и иду. Познать дзен грязи все-таки до конца. С каждым новым днем
По мере продвижения по тропе замечаешь, как накопившаяся в тебе городская суета и тревожность постепенно растворяются в окружающей природе. Как будто внутренний ты подсел поближе к экрану и накрутил громкости, потому что то, что показывают тебе твои глаза, стало наконец-то интереснее крутящихся в твоей голове мыслей. Какое необычное чувство — быть здесь и сейчас и не думать ни о чем больше, кроме этого. Как будто с каждым шагом ты пробуждаешься ото сна, в котором находился долгие месяцы. Или, может, даже годы. По мере прохождения маршрута до томских стоянок, зеленые луга начинают сменяться суровыми горными пейзажами. Растительности за каждым холмом становится все меньше, и после очередного рубежа зеленые краски сходят на нет. И открывается величественный Окемский ледник. Впереди сплошная неизвестность. Она и пугает, и манит одновременно. Проглядывающие вдали внизу зеленые луга зовут вернуться. Бросить эту затею. Но ноги продолжают идти вверх, в неизвестность. Многие считают, что переход до томских стоянок самый сложный участок маршрута. Так не кажется до тех пор, пока не откроется сам ледник, и ты своими глазами не увидишь масштабы этого места. В этом царстве льдов и необъятных камней чувствуешь себя букашкой. Привычные тебе размеры и формы никак не стыкуются с окружающими тебя масштабами природы. Я никогда раньше не видел такого светящегося льда. Это невероятно. Весь лед под твоими ногами сияет бирюзовыми красками. Как будто внутри ледника спряталось еще одно солнце.
Добраться до томских стоянок было целым событием. Переход оказался действительно не из самых простых. Большие валуны, затем движение по леднику, а последнюю пару километров пришлось тропить по мягкому снегу. И все это с рюкзаком на спине. Мои ботинки с момента старта еще ни разу не просохли, и похоже, что завтра с утра мне предстояло совать ноги в обледенелую изнутри обувь. По какой-то глупости я взял с собой легкий спальник и только одну летнюю пенку. И ночами, даже несмотря на всю одетую на себя одежду, холод продирал с первых дней маршрута. И от мысли, что в штурмовом лагере придется ночевать на леднике, становилось немного не по себе. После отдыха команда готовилась к отбою и раннему переходу в штурмовой лагерь. Оставалось надеяться, что погода снова не подведет, и нам удастся продвинуться вперед по маршруту. Но если будет такая погода ночью, то мы не пойдем. Даже отсюда. Влажность. В голове полная тишина. Ни страха, ни волнений, ни круговоротов мыслей. Голова абсолютно чиста. В день перехода в штурмовой лагерь нам предстояло пересечение перевала Делане. Это около 300 метров подъема по перилам. Это не очень просто двигаться с тяжелым рюкзаком по стене с уклоном в 45 градусов. Уже сказывается и высота. 3400 верхней точки. Дышать приходится чаще, не глубже.
очень давние времена среди племен Горного Алтая пронесся слух, что в алтайских лесах появилось странное чудовище из снега и льда. Снежный человек, которого почему-то назвали Белое Ухо. Вероятно, из-за того, что одно ухо у него было белее снега. Предводитель одного из племен услышал о снежном человеке и, чтобы прославиться, решил завладеть чудовищем. Он объявил, что тот, кто поймает снежного человека, получит щедрую награду, половину его богатств. Десятки охотников бросились на поиски этого загадочного существа. Много дней и ночей они искали его по горам и лесам, пока, наконец, не нашли. Долго ловили охотники Белое Ухо, но так и не смогли поймать. Тогда, видя, что не взять им снежного человека живым, охотники убили его, надеясь, что из-за мертвого они получат награду. Упал снежный человек на землю, подставив солнечным лучам ослепительное белое ухо. Подошли охотники, чтобы унести его, но, как могучи они не были, поднять чудовище не смогли. Пришлось возвращаться с пустыми руками. В том месте, где упал белое ухо, выросла высокая гора. Ее вершина всегда покрыта снегом и торчит, словно ухо. Люди, глядя на эту гору, назвали ее Белухой в память о гордом снежном человеке. Путь к штурмовому лагерю предстоял через так называемую сковородку. Двигаться пришлось уже днем, и со всех сторон по склонам то и дело сходили лавины, гремели камнепады. Перемещаться после перевала Делане можно только в связках. 5 метров веревки между участниками и постоянное натяжение. Если один из участников провалился в трещину, задача остальных его удержать. Переход в штурмовой лагерь нелегок. Движение по проваливающемуся снегу подизмотало, и на втором подъеме с выходом на место стоянки некоторым ребятам начало хотеться обратно. Но, как вы поняли, нельзя просто взять и отпустить человека вниз по тропе. Если член команды сходит с дистанции, сходит вся связка. И эта мысль начала тревожить. Видите, вон там, на горе оранжевой горошины. Это наш штурмовой лагерь. В конечном счете наша связка тоже добралась до него. Если присмотреться, к нему снизу ведет тропинка. Вот это.
Это откуда мы пришли. А вот эта тропинка, как вы уже, наверное, успели догадаться, ведет не на вершину Белухи. Это туалет. Самым красивым видом из всех, в которых мне до сегодняшнего дня приходилось пребывать. А вон та тропинка. Да, она ведет еще выше. Сильно выше. Чтобы попасть на вершину, нам предстояло встать в полночь, собрать рюкзак, перекусить, чтобы хватило энергии дойти до верху, и обязательно сходить в туалет. Причина там очень проста. Связку во время маршрута нельзя расцеплять ни при каких обстоятельствах. А еще связки часто идут друг за другом. Такие вот правила. Старт маршрута проходит ночью, в полной темноте. На пути нас ждали несколько некислых трещин. Далее очень лавиноопасный участок склона. Подъем по перилам. Далее снова трещины. Много трещин. И еще один участок с подъемом по веревкам. И, наконец, если повезет, вершина. Главное, чтобы тропы не замело снегом и не завалило обеденными лавинами. Сбиться с пути достаточно чревато. Объяснение раннего штурма достаточно простое. В ночное время склон подмораживает, и вероятность схода лавин несколько меньше, чем во время дневного подъема температуры. В идеале в 9-10 утра уже смотаться с лавиноопасных участков склона и не испытывать судьбу. После установки штурмового лагеря и обеда команда начала готовиться ко сну и надеяться, что погода не изменится в худшую сторону и нам подвернется окно для восхождения. Погода ночью была неоднозначная. Вокруг горы, как фейерверки, вспыхивали зорницы. Но все-таки мы решили попробовать зайти на вершину. Здесь вот этот район весен такой. Весен. Потихоньку расходимся, работаем. Натягивайте веревку там, Сань. Да. Обходить как-нибудь. На изготовке. Все растянули.
В дырку, ага. Рукой делай. Натяжку держи его. Тебя должны тянуть. Ты его тяни, Сань. Я уже... Держи! Вытащил бур на веревке, я попался. Все хорошо, вешаю перила. Иди со мной. Столько прошел, блядь. О, смотри, как небо движется. Ну теперь надежно, я так-то уже наверху. Поднимайся, по какой стоишь! Третья. Такая хрень. Коридор. Трещина. Понял? То ли от недосыпа, то ли из-за прилива адреналина переполняет невероятное ощущение эйфории. Это чувство не описать словами. Его нужно испытать. Пока нам очень везло с погодой, и, похоже, Белуха была не против того, чтобы мы добрались до ее макушки. И чувство предвкушения этого момента переполняло всю команду. Охереть. Даю вам возможность товарищу репортеру пофотать. Охереть. Давай, конечно, товарищ, сейчас ты заходишь. Мы можем пройти или нет?
Вначале очень круто. Со второй веревки можно, но начало капец какой крутой. Не пройдут ребята. Я там кинул нашу веревку, можно в 2 шумай, короче, выйти. 2 ветки. Полюбил? Ну я ж не был никогда еще здесь. По-моему, гора сейчас у тебя полюбил. А мне так понравилось, я через неделю опять сюда приду. Так классно здесь. Цепляйся и пошел вниз. Да. Вы без меня спуститесь? А я тебя полностью спущу. Нет, зачем меня полностью спускать? I was tempted by your smile. I was tempted, and for a little while I was certain that I Еще несколько часов назад мы были на пике самой высокой точки Алтайских гор. Даже не верится. Команда решила не оставаться на ночевку в штурмовом лагере и сразу спуститься до томских стоянок, откуда тут же ударить до Акемского озера. Мои уже неделю не видевшие сухих носков ноги просто пели от восторга, что совсем скоро они могут коснуться зеленой травы, а спина перестанет леденеть из-за фатальной ошибки с подбором спальника. И у нас в рукаве оставался еще один интересный козырь. never done before. Drop the curtain. No one ever changes, no one. Farewell and goodbye.
В начале нашего маршрута я поставил перед собой цель. Хотя теперь я понимаю, что это не цель. Скажем, я загадал желание обрести внутреннее спокойствие и гармонию к тому моменту, как доберусь до вершины. Это желание сбылось с лихвой. Для меня пройденный путь не просто физическое испытание. Это и не повод кому-то что-то доказать. Ни себе, ни уж тем более окружающим. Для меня этот путь был внутренним поиском. Поиском того, что для меня действительно важно. Зачастую, чтобы понять, зачем и куда я иду, и увидеть общую картину, нужно удалиться от нее на достаточное расстояние. Заглянуть на все с высоты птичьего полета. Горы дают эту высоту. А еще дают тишину, в которой можно наконец понять, что самое важное всегда было у тебя перед носом. И что нет никакого специального места для обретения спокойствия. Оно внутри нас. Оно открывается тебе сразу, как только в голове рассеивается туман городской суеты и бессмысленной спешки. Но в водовороте кричащих лозунгов, продающих красивую жизнь в обмен на капельку твоего времени, так легко снова позабыть путь в это место. Остановись на минутку. Осмотрись по сторонам. Спроси себя то ли по курсу будущее, что ты по-настоящему так сильно желал. Или ты просто волочишь ноги в неопределенности. Если в твоей голове пробежала капля сомнения, то город — то место, куда тебе, друг, очень нужно. Изменил ли что-то в моей жизни опыт восхождения на Белуху? Безусловно. Я отчасти завидую тем, у кого этот опыт еще впереди. И хочется, чтобы в вашем путешествии все срослось так же, как срослось в моем. Судя по музыке, время моего рассказа подходит к концу, и значит, надо как-то заворачивать эту историю. Я уверен, что она не последняя, и впереди много открытий и впечатлений, которым я обязательно буду с вами делиться. И если вы слышите эти слова, то, по всей видимости, вам хватило терпения, чтобы досмотреть мою историю до конца. За что вам отдельный респект. И, видимо, до новых встреч. I know your face so well, but I can tell that it's changing. I know when you lie there still that you've just been resting. We get along so well, but I see that we're changing. We've got a long way down till we're 60 years old. We've got a long way down till we can stand at all.
I know your body so well, but I can tell that it's changing. You bring me heaven where there used to be hell. I know you do. We've got a long way down till we're 70 years old. We've got a long way down till we can't stand at all.